Приветствую всех любителей коттеджного отдыха в Финляндии, в особенности тех, кто бронирует коттеджи в компании Suomi Holiday. Сегодняшнее видео о рыбалке на озере Иванаевеси. Напомню, я не профессиональный рыбак и смотрю глазами туриста, что можно поймать, приезжая на отдых в коттедж. Итак, озеро Иванаевеси. Смотрим на карту. Первый плюс этого места то, что оно находится в 130 километрах от Хельсинки, что достаточно недалеко. Второе плюс то, что здесь кроме окуня и щуки можно половить судака. Рыбалка проходила в два этапа. Первый выход на воду был в первой половине октября. И второй выход, когда уже по ночам температура опускалась ближе к нулю. И с утра можно было наблюдать на деревьях и на земле иней. Снова переходим на карту и обозначаем первый участок. Назовем его щучий. И участок удобен тем, что расположен рядом с коттеджами, и для его облова достаточно лодки, которая входит в аренду коттеджа. Глубина здесь около 1-2 метров. По берегу из воды выходит осока. Можно наблюдать островки травы и кувшинок. В начале октября, когда я здесь был, температура воды и воздуха была около 13-14 градусов. На поверхности воды играл малек, и щука охотно брала приманку. Движемся дальше и обозначаем следующий участок, где можно половить судака. Данное место представляет собой подводную гряду с резким перепадом глубин от 2,5 до 10-12 метров. Сам участок граничит с устьем реки, что указывает на то, что здесь должно присутствовать какое-то течение. И здесь были пойманы два небольших судака. В конце октября, когда я проверял это место, поймать судака не удалось, но зато клевала щука и окунь. Возможно, это говорит о том, что судак привязан к этому месту в зависимости от сезона, либо от времени суток. Следующее место – это река. Река, с которой граничит озеро. Меня она интересовала прежде всего по наличию мест для спуска лодки. Я объезжал эти места, смотрел, насколько они удобны, и в одном из мест я увидел объявление, что здесь водится форель. Мало того, было видно, что у берега кто-то активно гоняет малька. После заброса нескольких минут спиннинга на крючке оказалось, нет, не форель, оказалась неплохая щука. Но все же я считаю, что эта река достаточно перспективная, чтобы здесь половить или попытаться взять форель. Но главное не забывать про дополнительную лицензию. Я бы назвал эту реку палочка-выручалочка. Это означает, что если у вас не удается рыбалка рядом с коттеджем на озере, то смело прыгайте в лодку и отправляйтесь на реку. Я проверял рыбалку здесь в конце октября, и на самом русле реки активно клевала щука в районе 2,5-3 килограмм, а при забросе приманки в сторону берега на срез травы из воды выпрыгивал малек, и вслед за этим приманку хватал либо окунь, либо щука. Снова переходим на карту и обозначаем следующий участок и называем его Окуневой. В этом месте я был уже во второй половине октября, когда температура воды опустилась к 9 градусов, и холод показывал мелкую рыбу на любом участке водоема. То есть везде можно было наблюдать клубы мелкой рыбы на глубине от 6 до 8 метров. И рядом с этими клубами стояли более крупные рыбы, можно было видеть более крупные точки. В то же время пробрасывание такой точечной спиннинга результата, к сожалению, не давал. Тогда я решил методом тыка привязаться к какому-то месту и начать упорно его пробрасывать. То есть я выбрал вот конкретно это место как бровку с перепадом глубин от 3-4 до 12 метров. И меня еще привлек наличие камня, торчащего из воды, как такой нестандартный, не знаю, там, локальный объект. Я встал на лодке метров 30 от него и стал забрасывать. Забросы в сторону берега дали результат, что на такие забросы реагировал мелкий окунь. И оставалось только менять приманки и смотреть, как он реагирует. Смотрим видео.
забросы вдоль бровки и уже на глубину давал результат, что клевал более крупный окунь и щука. Итак, у меня все. Классного отдыха в коттедже и удачной рыбалки в Финляндии.